Сегодня будем делать пиццу, да не простую, а буквально золотую. Наливаем 300 граммов воды. Это секретный ингредиент. Берем соль, добавляем ее 15 граммов, размешиваем. Берем закваску, добавляем ее сюда же. Закваска пшеничная, 100% влажности на пике. Тягучая она у меня такая. Так, это много. Так, ее нужно 80 граммов. А я увлеклась. Видите, как она плавает. Красота. Так, 80 граммов. Секретный ингредиент. Это чернила каракатица. Давненько я хотела с ними сделать пиццу. И вот я наконец решилась. Выливаем их сюда. В каждой баночке 15 граммов. Сейчас посмотрю, сколько буду добавлять. Красит прям отлично. Ну, в общем, я уже вся в этих чернилах. Просто у меня все в них. В общем, я думаю, что 15 граммов будет достаточно. Вот они как здорово покрасили. Так, мука. Сейчас насыплю муку и будет видно. Муки насыпаем 460 граммов. Мука у меня самая обычная, бело-нежная. У меня сейчас нет специальной муки для пиццы. Пиццы хочется, значит буду печь на обычной муке. Если хотите усилить, можно добавить клейковины пшеничной, либо можно добавить сильной муки. Какой-то другой. Сейчас буду смешивать, смотреть на цвет. Я хочу черную пиццу. Поэтому цвет для меня здесь имеет важное значение. Если этих 15 граммов чернил будет недостаточно, я добавлю еще. Но мне кажется, нужно еще, потому что цвет серый. Добавляю еще одну баночку. Не очень это все чисто и эстетично выглядит, но не обессудьте. Очень интересный запах у чернил каракатицы. Скажу вам честно, признаюсь, я ничего раньше никогда не готовила с чернилами каракатицы. Но пиццу черную я видела. У меня пицца черная есть, но она с углем, с добавкой угля бамбукового. А здесь чернила каракатицы. Во-первых, это ингредиент со многими биологически активными веществами в составе. И запах очень интересный, пахнет прям морепродуктами. Черный цвет я люблю. На мой взгляд, он прекрасен. Это идеальный фон, это идеальный холст. А это именно то, что мне сегодня нужно, потому что я буду делать пиццу, по крайней мере, постараюсь в традициях супрематизма. И постараюсь сделать что-то подобное на супрематическую картину. Если бы это был просто черный квадрат, то, понятно, ничего, никакой начинки пиццы не требуется, просто нужно испечь квадратную пиццу. Но я все-таки хочу сделать ее с начинкой, поэтому это будет такая вольная фантазия на тему черного квадрата и других супрематических картин. Ну все, дам сейчас постоять минут 30. Ну, конечно, так это, как будто бы лечебная грязь выглядит. Так, ладно, оставляю постоять минут 30. Возвращаюсь к моему черному тесту в черном городе на черной улице. Пекли черную пиццу. Нужно замесить сейчас тесто. Так, что я сделаю? Я смочу стол. Я смочу стол. Выложу, да, стол сейчас будет пачкаться, неизбежно, конечно. И нужно тесто замесить. Такое влажное тесто удобнее всего замешивать отбиванием, а благодаря черному цвету вы сразу видите, насколько прилипает тесто к вашему столу. У меня, кстати, вот совсем не сильно прилипает. И замешивается вообще великолепно. Смотрите, какое классное тесто. Давайте я не буду сейчас над ним слишком сильно издеваться. Мне оно нравится уже по консистенции. Оно такое гладенькое, сразу хорошенькое. Тем более, что у меня мука не сильная. Так, сейчас сюда 2 капли масла. У меня тут под рукой оливковое масло. Прям вот чуть-чуть в миску. При помощи скрипка собираю тесто. Сюда же отправляю. И смотрите, сейчас я засеку 3 часа. Брожение при комнатной температуре. У меня сейчас плюс 23. 3 часа и сделаю, наверное, 2-3 растягивания с интервалом 30 минут. Засекаю 30 минут и 3 часа. Делаем первую обминку. Смочу стол.
Мокрыми руками смачиваю водой, вытаскиваю тесто и растягиваю его на столе. Классное, оно какое-то как черный шелк. Очень приятное тесто, очень приятное в работе и на ощупь. И сворачиваю. Ну да, вода немножечко растворяет пигмент. И стол, конечно, придется протирать. Еще 2 такие же обминки с интервалом 30 минут. Второй подход. Смачиваю стол точно так же. Выкладываю тесто. Мягкое, текучее, очень нежное. Возвращаю в миску и сделаю еще одну обминку. Ну и третий подход к моему черному тесту. Делаю все то же самое. Дальше оставляю еще на 1,5 часа брожения при комнатной температуре под крышкой. Показывать не буду. После 1,5 часов я убираю тесто в холодильник на сутки. Так, на следующий день, через сутки, возвращаюсь к своему черному тесту. Пузыри на нем надулись. Сейчас мы будем его формовать. Подпылять буду белой мукой. Другой муки у меня нет. Черной, в смысле, муки у меня нет. Есть только белая. Выкладываю тесто. Руки в муку. И тесто немного приводим как бы в единый такой объем. Подсыпаю под края. Делаю вот такую квадратную предформовку. У меня же будет квадрат. Значит, и предформовка тоже квадрат. Сверху тоже присыплю мукой. Накрываю миской, оставляю минут на 10-15. Когда тесто немного расслабилось, возвращаемся к нему и растягиваем тесто в квадратный пласт. У меня здесь специальная форма для пиццы, квадратная. И я имею возможность, растягивая тесто, ориентироваться на размер формы. Перекладываю на форму и распределяю тесто по квадратной форме. Стараемся делать углы, чтобы все-таки был квадрат. В отличие от классической пиццы, бортик здесь особо не делаем, но так можно чисто номинально его. Хоть у нас и черный квадрат, нам все равно нужен томатный соус. Присыплю сушеными травами, базилик, розмарин. У меня здесь кубики сыра моцарелла. Сейчас я его распределяю равномерно по поверхности. Старайтесь, чтобы не было густо, пусто. Старайтесь, чтобы было одинаково. И вот прямо так я ставлю в духовку. Духовка разогрета на 250 градусов. Чуть свешивается у меня с краев. Пеку на решетке. Буду печь примерно 15 минут. И вот пока основа нашего холста печется, нужно сделать то, из чего мы будем создавать картину. Здесь у меня креветки, сырые, невареные, несколько колец кальмара, спаржа, черри, помидоры, режу пополам, желтые черри, режу тоже пополам вдоль, и сладкий перец, сделаю из него несколько колец. И сделаю из него несколько продолговатых геометрических фигур. Так, палочки есть, кружочки есть. Я возьму моцареллу, маленькие шарики. Ее порежу пополам. Я думаю, что вот так будет достаточно. Ждем, когда подпечется наша основа. Когда пицца фактически готова, видите, что она практически уже готова по цвету, судя. Достаем ее. Не знаю, как мне лучше поставить, чтобы вам было видно. И начинаем украшательство. Вот так поставлю. Вот. Ну, в общем-то, у нас динамика диагональная есть, а вообще в супрематизме диагональная динамика – это очень важно. И еще это сочетание фигур. Сочетание фигур, овалы, круги, черточки, линии. Но обязательно динамика наверх и отсутствие симметрии. Это тоже важно. Чуть не забыла про креветки. Наверх у нас пойдут креветки.
Вот так. В серединку поставим сыр. Тут будет еще креветка. Кальмар у нас обнимет наши черри. Здесь кальмар обнимет кого-нибудь еще. Сделаем вот так. Слишком развесело, конечно, у меня получается для супрематизма. Но пусть будет так. У меня основная зеленая линия куда-то убежала. Сейчас мы ее повторим поверху. Сейчас мы ее еще раз проложим вот так. Да, очень получается весело и бодро. Но пусть будет так, без симметрии, на квадрате. И теперь наша задача отправить все это обратно допекаться буквально на пару минут, потому что креветки должны схватиться, кальмары, и сыр должен подплавиться вместе с помидорами. Помидорки тоже должны осесть. Помидорки, кстати, я еще добавлю. Допекаю. Пиццу я достала. Вот такая она получилась. Сейчас она немножечко сойдет пар, и можно будет резать и есть. К вам поверну, чтобы было видно. Ну, конечно, невысокое искусство, но тем не менее это интересное, оригинальное прочтение привычного нам блюда, привычной выпечки. Даю немножечко остыть. Чуть-чуть остыла пицца, сняла я ее с формы. Давайте попробуем. Давайте я ее разрежу, наверное, пополам. Или не пополам, а вот так вот уголочек я у нее вырежу, чтобы показать вам, какое тесто. Я уже оценила качество теста, когда снимала с формы. Смотрите, какое-то классное, пористое, упругое, нежное тесто. И очень вкусное оно на вкус. Это я уже тоже заметила. Креветки вкусные всегда. Но меня самое главное волнует тесто. Нежное тесто. Абсолютно не резиновое. От формы красивый рисунок сеточкой. Чуть-чуть солоноватая, но приятная. Вполне имеет право на существование. Такой вариант пиццы. Понравилось мне черное тесто. Надо еще что-то с ним сделать. Очень круто и вкусно. Я довольна результатом. Многовато, конечно, у меня всего для картины, но для пиццы в самый раз, потому что начинка должна достаться каждому едоку. На этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями, пускай домашних пекарей становится больше. Ну а мы с вами продолжим печь, испечем еще много всего интересного. Я еще придумаю, куда применить черное тесто. Мне оно понравилось. До встречи!